Привет, это Тостер. Мы рассказываем главное и интересное о домашней технике. Реальные обзоры и тесты и почти 600 видео по теме на канале. YouTube, Рутюб, ВК-видео, Дзен, Телеграм, Одноклассники. Смотрите и читайте нас там, где вам удобно. Вообще у нас огромный плейлист о стиральных машинах. Но это логично. Стиральная машина нужна каждому. Если про посудомойки и сушильные машины, например, ходят разные разговоры, кому-то нужно, кто-то сам руками за 15 минут все помоет, то про стиралки таких разговоров нет. Стирать в реке почему-то никто не хочет. Странно, это ведь так традиционно. И вот новое видео о стиралках. Расскажу вам про, пожалуй, одну из самых интересных новинок 2024 года. Узкую стиральную машину Candy Ultima. Candy в этом году серьезно обновились как бренд. Компания провела ребрендинг и вместе с новым логотипом сгенерировала и новый стиль, дизайн своих стиральных машин. И вот Ultima такая первая ласточка. Сами видите, тут минимализм, он всем подходит, во все интерьеры. Особенно, конечно, в современные. Для всех, кто делает ремонт, новая квартира, новая ванная комната, очень интересный вариант. Такая классика по цветам, белый корпус плюс черная дверца большого загрузочного люка и черная панель управления. Монохром дисплея тут отлично контрастирует, плюс металлический поворотный программатор в центре панели. Все на своих местах. Вот дизайн мне определенно нравится. Я люблю такую лаконичность. А как он вам? Пишите обязательно в комментариях. Узкая, я уже сказал, модель. Глубина тут чуть больше 42 сантиметров. Это как раз отлично для современных ванных комнат, потому что не везде и не всегда встает в них, увы, полноразмерная модель. А тут при 42 сантиметрах загрузка до 7 килограммов. Нормальный показатель, много вещей можно постирать. И мы вот уже, как видите, стираем в ней. Решили стирать махровые полотенца, испачкав их предварительно всякой всячиной. Выбрали программу «Ежедневная стирка». Тут поменьше загрузка, до 4 килограммов. Нам хватит, зато стирка быстрее будет. И я вам честно сразу вначале скажу, больших сомнений в том, что все отстирается, у меня нет. Хотя вот эти мелкие косточки малиновые, этот соус «Тысяча островов», посмотрим. Вообще современные стиральные машины, они нормально стирают, если все настройки правильно выбрать. Но не стоять же просто так, пусть стирает. В финале видео мы проверим, что там с нашими полотенцами. Раз уж вспомнили программы, база вся есть с полной загрузкой для хлопка, синтетики, цветных вещей, плюс нежные программы для шерсти, шелка с загрузкой поменьше. Детские вещи — это специальный цикл для отстирывания стойких неожиданностей, которые во множестве случаются с одеждой ваших годовасиков и туго. Что я вам рассказываю, вы и сами все знаете. Температуру воды до 90 градусов можно поднять, чтобы точно все отстиралось. Программа «Спорт». Тут маленькая загрузка до 2 килограммов, значит быстро постирается все, а температуры при этом щадящая от 20 до 40 градусов вода. Конечно, не только для формы после спортзала эта программа, она подойдет для разных вещей, хотя если мембранные вот эти нежненькие такие вещички, ткани, то вот самое то. Запах пота уйдет, а вещи не деформируются и не станут, хуже выглядеть. Программа для пуховых вещей. Можно стирать пуховик. И хотя общая такая технологичность машины, элементов ее позволила немного увеличить диаметр, объем барабана стирального, все же пуховик один за раз лучше стирать. Если взрослый, то он весит от килограмма до 2, а для этого цикла как раз 2 килограмма рекомендованный максимум по загрузке. Напишите в комментариях, кстати, стираете пуховики дома или носите в химчистку. Отмечу еще 2 быстрых цикла с килограммовой загрузкой маленькой. Для пары любимых толстовок типа вот для этого. За 15 минут можно освежить вещь. Например, надели толстовку, футболку раз-другой. Она вообще норм, но уже хочется снова свежести. Или за 39 минут. Вода от холодной, вообще без нагрева, вот уж экономично получится, до 40 градусов.
Ну и скажу про технический цикл очистка барабана бака горячей 90 градусов водой. Включайте его периодически, особенно если стираете в основном при температурах воды до 40 градусов, чтобы не было всяких мыльно-жирных налетов внутри, ну и чтобы вам спокойнее было. Еще важное и относится к программам, ну и вообще к стирке, как все в стиральной машине Кэп. Candy Ultima понимает, сколько в нее загрузили вещей, какой объем. Если вещей мало стираете, то и воды она меньше использует, и времени меньше уйдет, и обороты отжима оптимизируются, и электроэнергии расход снижается. Некоторые называют эту технологию автовзвешиванием. Да что там, и я в каких-то видео говорил так. Но хватит путать пользователей. Никаких весов в машине нет. Не ищите, чтобы самим взвеситься. Бывали случаи. Определяется загрузка, исходя из сравнения объемов воды, поступившей в машину, ну вот на входе, и оказавшейся в итоге в ней. Часть воды же, она впитывается вещами. Точность, достаточная для того, чтобы в итоге, хорошо все постирать, исходя из реальных данных о загрузке, оптимизировать. Дополнительные опции, их можно добавлять, к большинству программ, чтобы максимально под конкретную стирку все настроить. Тут простор. Есть, например, обработка паром. Чудес ждать не надо, но на финальном этапе стирки под паром у вещей меньше шансов помяться. Волокна тканей мягче станут, заломов меньше, плюс своего рода такая дополнительная гигиена, антиаллергенные эти все моменты, да? А вот если надо прямо ударить гигиеной по очень грязным вещам, то тут в помощь опция «Гигиена плюс». В этом случае вещи дольше стираются в горячей воде, и полосканий будет целых 3. Это для отстирывания стойких загрязнений хорошо, как и опция предварительной стирки, которая тоже тут есть. И опять же для людей с чувствительной кожей, склонной к аллергическим реакциям. Есть еще режим экономичной стирки и наоборот, интенсивной. В первом случае в рамках выбранной программы стирка будет дольше. При более низкой температуре экономится электроэнергия. Стирать лучше, не слишком грязные вещи. Во втором случае, наоборот, стирайте вещи погрязнее, потому что, при сохранении выбранной температуры время стирки тоже будет дольше. И добавится еще полоскание одно. Если удобнее или надо постирать ночью, многотарифный счетчик, например, то чтобы стирка вам спать не мешала, активируйте ночной режим. Стирка будет тихой, потому что отжим менее интенсивный в конце, а от промежуточного вообще отказались, его вообще нет. И еще после стирки, чтобы белье не мялось, оно будет периодически, встряхиваться, что ли, благодаря вращению барабана. Это все работает до 12 часов, это встряхивание. И есть еще отдельная опция, легкая глажка, которую можно просто добавить к большинству программ стирки. Это такое же периодическое вращение барабана, чтобы вещи после не мялись, если сразу их не вынимаете. И если к ночной стирке еще вернуться, то не обязательно дожидаться полуночи, чтобы включить стирку. Просто настройте отстрочку старта, это можно сделать. Есть и дополнительные полоскания, можно добавлять к части программ до 3. Есть блокировка панели управления. Это то, что принято называть защитой от детей. Если вы чем-то насолили ребенку, и он в отместку решит ваш пуловер шерстяной на 90 градусах постирать, то он это сделает. Но только раз. Дальше вы уже будете использовать эту блокировку. Другой вопрос, что рано или поздно это вскроется, ребенок когда-нибудь прочитает инструкцию. Вы, кстати, тоже не забывайте, там, правда, много полезного и интересного. Чуть ранее я говорил об опции «Гигиена плюс», это касалось стирки.
Но это ведь не все. В самой стиральной машине Candy Ultima реализованы технологии, обеспечивающие уже гигиену непосредственно эксплуатации. Кроме отдельного цикла очистки барабана, тут еще в материалах манжеты люка, загрузочного кювета для моющих средств есть антибактериальная составляющая. Это чтобы плесени сложнее было появиться. И очень клевый еще момент. Машина во время стирки сама промывает манжету люка и стекло люка изнутри. Ну, пользователю явно от этого лучше, разве нет? А давайте пишите в комментариях, вы ведь промываете сами манжеты, с люка удаляете загрязнения. Как еще вы ухаживаете за своей стиралкой? Пишите. Да, вот еще что. Тут интересный стиральный барабан. Ну, как интересный? Барабан как барабан, конечно. Не квадратный, из нержавеющей стали. Про увеличенный диаметр я уже говорил. Но внутри, смотрите, еще такие клевые подушечки, такая рельефность явная, а не название одно, как часто бывает. Это при стирке дает механическое воздействие на вещи нормальное, такое нужное, но при этом не повреждающее. Вместе с действием воды, моющего средства, это все дает результат, качественную стирку, хорошее отстирывание разных загрязнений. Мотор. Вообще с него, наверное, начинать надо было. Без него ведь все это не имеет смысла. Тем более, что тут, в случае с Candy Ultima, начать с него вообще не стыдно. Это BLDC, в переводе со стирального языка на русский, бесщеточный инверторный мотор. Главные плюсы — это тихая работа. Реально, машину с таким мотором во время стирки не слышно, только плеск воды. Ну и уже при отжиме, конечно, погромче получается. Это хороший рабочий ресурс. Мотор же современный, бесщеточный, меньше изнашивающихся элементов. Ну и по энергопотреблению он в первых рядах. Вернее, получается, в последних. Ну или как сказать правильно? В общем, немного электроэнергии потребляет. Класс А максимальный по шкале нашего российского Минпромторга. Вообще, если вы не знали, может быть, узкие стиральные машины Candy давно собирают в России. Ну, кстати, приятно, да? Такая красивая техника, современная и российского производства. Достанем наши полотенца. Ну, не зря же стирали. Ну, что и требовалось доказать. Все загрязнения отстирались. Махровые полотенца, напомню, мы испачкали всякой всячиной и постирали на программе «Ежедневная стирка». Такой средней интенсивности цикл. Вы пишите свое мнение о Candy Ultima, об этой новой узкой стиральной машине в комментариях, что как, понравилось, не понравилось. А я скажу, что тостер рекомендует ее, потому что она круто выглядит, такой монохромный минимализм. Модно, девочки, модно. Она удобная, управление понятное, загрузка легкая, люк большой, до 7 килограммов за раз стирает. Хорошее меню программ, большой хороший набор полезных дополнительных опций, включая технологии, улучшающие гигиену самой эксплуатации машины. Проще уход, в итоге меньше шансов для появления таких проблем, как плесень в кювете, например. Современный, тихий, долговечный, экономичный, бесщеточный мотор. Нет, но она хороша. Рекомендуем. Если что-то еще раз хотите посмотреть, момент про программы или там про дополнительные опции, да просто прикинуть, как она в вашей ванной будет смотреться, есть навигация по видео. Смотрите и прикидывайте. А я бы взял такую себе, ну, это отвечая на вопрос из заголовка видео. У меня вообще давняя история со стиралками Candy. Моя первая стиральная машина, которую я купил давным-давно за свои деньги, впервые была именно Candy. И она пережила один переезд и проработала около 10 лет. И дальше был нормальный опыт за свою стоимость. Это очень достойная техника. Этот тостер мы не делаем из домашней техники сенсацию, зато подробно рассказываем о том, как она реально работает и какая нам с вами от нее польза. Делитесь этим видео с теми, кому нужна
Хорошая стиральная машина. Мы есть на всех главных площадках: YouTube, Рутюб, ВК, Видеодзен. Заходите также на сайт Toster.ru, есть мы в Телеграме и даже в Одноклассниках. Найдете не только наши видео, но и много другого интересного о доме и быте от нашей команды. До новых обзоров и тестов. Пока!